Добрый день! Сегодня я вам покажу, как обычную зернодробилку можно превратить в дробилку для сахара, для производства сахарной пудры. В данном случае у меня вот такая зернодробилка. Ну, я вам скажу, это не обязательно такая зернодробилка, у кого-то может быть другая. Вот. Если нету именно такой зернодробилки, значит, можно использовать любую другую. Вот. Если у кого-то нету зернодробилки, просто не для чего ее использовать, я думаю, где-то у соседа можно одолжить такую зернодробилку там на один день. Вот. Я вам покажу, что производство занимает, не знаю, мешок сахара можно переработать где-то за час. Ну, там плюс-минус. Вот. Итак, эта зернодробилка вот предназначена для переработки вот такого зерна, например, такого зерна, вот до такого состояния, до состояния муки, такой крупного помола. Значит, для того, чтобы это сделать, необходимо немножко ее разобрать. Это несложная работа. Я думаю, каждый мужчина, и не только мужчина, может это сделать. Сложного здесь ничего нет. В этой зернодробилке есть 4 винта, которые необходимо снять. Так, снимаем верхнюю крышку. Вот видим, она была в работе. Видите? То есть это все нам для пудры ни к чему. Мы ее протираем максимально, чтобы там ничего не осталось. Нам нужна одна пудра. Так, здесь есть такие деки. Их желательно снять. Сейчас я одну минуту. Нужны плоскогубцы. Вот снимаем. И есть такая сеточка. Вот это основной такой элемент, при помощи которого и происходит дробление зерна. Нам она нужна для дробления сахара. Так, для того, чтобы ее очистить, можно щеточкой. Видим, что она была в работе. Вот. Особенно если у соседа возьмете, она точно была в работе. Вот это все нам не нужно для пудры. Это все лишнее. Можно также использовать пылесос. Даже вот такой раритетный пылесос тоже подойдет. Вы у себя сделаете это более тщательно. Я же для показа. Сколько время не позволяет. Дальше. Самый важный момент. Значит, для того, чтобы мы все-таки смогли дробить сахар, вот эту сеточку необходимо обернуть вот такой строительной сеточкой. Вот она что собой представляет. Значит, это сеточка, которая предназначена для затирки стен. Когда штукатурят стены, строители используют ее для затирки стен. Стоит она копейки в магазине. Использовать можно самую мелкозернистую.
данном случае вот уже такая сеточка была в работе, мы ее используем. Оборачиваем вот эту нашу рабочую сеточку вот таким вот образом. И вставляем обратно. Здесь важно все сделать правильно. Значит, еще нужен молоточек. Чистим деки. Ставим на место. Ну, в принципе, все. И теперь собираем нашу дробилку. Итак, наша зернодробилка готова для переработки сахара в сахарную пудру. Но обязательное условие — надо сделать волшебное заклинание, иначе ничего не получится. Крибли-крабли, бум! Ну, я думаю, получилось. Значит, пробуем. Подставляем емкость. Вот я заготовил сахар. Значит, тут есть один нюанс. Если засыпаете сахар, вот здесь внутри шибер должен быть закрыт. Значит, вот смотрите, шибер закрыт. Если вы засыпете сахар и шибер, вот допустим, будет открыт, он сразу пойдет туда, в рабочие органы. Этого нельзя. Ну, засыпаем сахар. Включаем дробилку. Шибер можно открыть больше, меньше. Ну, это надо все регулировать. Значит, если больше откроете, фракция будет крупнее. Если меньше, более мелкая. Ну, смотрим, сахара не осталось. Смотрим сюда. Все. 1 литр сахара. Ну, ушла у нас условно. На 1 литр сахара у нас сколько там? Минута, 2-3. Смотрим, что из этого получилось. Ну, вот такая фракция. В принципе, чувствуются такие небольшие, ну как, зернистость чувствуется. То есть это не идеально мелкий помол. Значит, для того, чтобы более мелкий, два варианта. Либо мы его можем засыпать еще раз. Ну, засыпем еще раз. И еще раз пропустим. Либо же можно ее просеять на сито. И, допустим, потом оставшуюся часть еще раз пропустим.
надо помешивать, потому что она слеживается. Значит, кто будет делать, просьба соблюдать технику безопасности. Вот то, что я туда пальцами лезу, так не делать. Лучше вот щеточкой, там другими приспособлениями. Пробуем еще раз. О, теперь фракция действительно более мелкая. Ну вот как она выглядит. Значит, я ранее заготовил для себя, это месяц назад, ну, приблизительно мешок пудры, таким образом, 50 килограмм. Ну, у меня ушло меньше часа. Это уже остатки, потому что я готовил с нее канди. Ну вот, где-то половина у меня осталась. Ну, в принципе, все. Значит, теперь такой интересный нюанс. Вы же не забудьте заклинание. Иначе надо будет это все назад возвращать ту сеточку. И если вы брали у соседа и забыли заклинание, то я не знаю, что вы будете соседу отдавать. Ну, в принципе, все. Готовьте таким простым, доступным способом пудру. Ну и если вам мой рассказ понравился, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Спасибо за внимание.